Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие новости происходят, куда дуют ветра и к чему все это так или иначе в ближайшее время может привести. Ну и движение котировок, куда пойдут доллар, рубль, нефть, золото, другие активы сегодня с утра и в течение дня. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас было вчера и, соответственно, какую диспозицию это подготовило к сегодняшнему дню. Итак, вчера с утра вышли данные по ВВП Германии. Они вышли негативные. Но здесь надо сказать, что вот эти негативные данные, они не столь велики, не столь велико отклонение. И с учетом того, что первый квартал в Европе был локдаун, здесь как бы по сути, вот это отклонение, которое возникло в худшую сторону, с моей точки зрения, оно не столь критично для экономики Германии, Европы и для евро. Гораздо круче то, что индекс деловых ожиданий, индекс делового климата вышел позитивный, и причем вот это превышение в процентном выражении, оно более существенно, чем те данные, которые вышли по ВВП. И потом вот этот индикатор, он ретроспективный, это то, что произошло, а этот индикатор будущего, то, что в ближайшее время предполагается, ожидается и куда будет идти немецкая экономика и курс евро. Фактически можно сказать Deutsche Mark. Здесь все пышет оптимизмом и предрекает хорошее движение, дальнейшее вверх по евро. Так, саммит лидеров ЕС, там что-то они перетирают. Так, далее Соединенные Штаты, композитный индекс стоимости жилья. Вот смотрите, здесь ситуация по совокупности вот этих показателей, вышедших по Соединенным Штатам, она очень интересная. Она очень интересная в каком плане? Она с наибольшей степенью вероятности может трактоваться как то, что пузырь на американском рынке недвижимости надут, потому что рост цен продолжается как ни крути. Композитные индексы жилья, стоимости жилья в Соединенных Штатах растут, но при этом продажи нового жилья падают. Здесь фактор двоякий. С одной стороны, может быть, и не производит то количество, которое востребовано, но с другой стороны, это может быть и затухание продаж уже вообще. И плюс индекс доверия потребителей выходит отрицательный. Индекс доверия потребителей – это то, как люди планируют, предполагают в будущем получать и тратить свои доходы. Если падает индекс доверия потребителей, и при этом не продолжает дешеветь ипотека, то вот этот показатель, он весьма вероятно в обозримом будущем либо преломится, либо схлопнется. Сейчас лето. Летом обычно никаких, по крайней мере до августа в России, а во всем мире до сентября-октября, никаких негативных критичных событий не происходит. И поэтому вот этот диссонанс, который здесь наметился, он скорее всего будет разыгрываться уже где-то в конце сентября, в начале октября. Далее. Уровень безработицы России. Здесь показатель вышел лучше, чем предполагалось, и лучше предыдущего значения. Но на самом деле было бы удивительно, если бы он был хуже или таким же. Почему? Потому что в России все макроэкономические показатели значительно улучшаются, когда происходит рост цен на нефть. Заметьте, когда происходит рост, а не когда нефть дорогая. То есть, когда нефть растет, пока вот это сам маслица в двигатель капает, он крутится энергичнее. А потом, если даже цена и вырастает, и удерживается на значениях, начинается стагнация, уже ничего не растет, все либо колеблется в районе одного и того же значения, либо вообще начинает проседать. Так, далее, 23.30, по данным API вышли запасы сырой нефти. Они вышли хуже, чем предполагалось, режут меньше. И здесь есть определенная корреляция между теми данными, которые выйдут сегодня в 17.30, и вот этими данными. То есть вот здесь уже заложена база, что сегодня в 17.30 выйдут данные по нефти, которые будут хуже ожиданий. И поэтому весьма вероятно сегодня в 17.30 нефть начнет корректироваться. Так, и что касается событий на сегодня. На сегодня только данные по сырой нефти, самые важные, они здесь, скорее всего, судя по данным API предыдущим, вызовут какое-то преломление и коррекционный откат по нефти.
Так, друзья, далее то, что касается России. Сегодня Лукойл финотчетность предоставляет и проводит телеконференцию. Лукойл сегодня будет интересной темой. Далее ТКС Групп День стратегии. НМТП, Ростелеком, ГАЗ, ТМК, ФСК, НЛ России, Совет директоров. Здесь очень много будет касаться дивидендов. И весьма вероятно по этим акциям сегодня будут движения. Так, вот еще такая интересная статья по поводу газа. Дело в том, что в России за год, то есть первый квартал 2020, первый квартал 2021 на 5% снизилось производство, ну и соответственно продажи сжиженного газа. Но при этом рост производства газа всего вырос на 11%. О чем это говорит? Это говорит о том, что в большей степени работают трубопроводы, нежели производство и поставка сжиженного газа. Это плюс в копилочку Газпрома и минус, исходя из ретроспективных данных, в копилочку Новатэка. Ну, какие здесь могут быть варианты? Наверное, возможно, политический фактор, просто чтобы не раздражать американцев, меньше сжиженного газа отгружает. А может быть, действительно, исходя из того, что американцы активно продают сжиженный газ и демпингуют, соответственно, нету таких оснований для продажи большого объема сжиженного газа. Так, друзья, давайте рассмотрим, что происходит на форсе в части изменения позиций. Так, по РТС достаточно уверенная ставка у юрлиц на продолжение роста индекса РТС и, соответственно, фьючерса. Сбербанк, здесь ставка на коррекционный откат. Газпром, здесь также ставка на коррекционный откат. ВТБ, тоже не хотят ВТБ до роста допускать. Но смотрите, у ВТБ здесь вообще история 4,6 копейки. Вот то, что он пробил данное значение, либо он будет долго болтаться в районе этого значения, либо он пойдет вниз. Норильский никель, здесь ставка на рост. Лукойл, но здесь, конечно, не такое большое количество и показательное, но тем не менее делают ставку на откат по Лукойлу. Ну, сегодня корпоративные события по Лукойлу. Сейчас мы детально по графику посмотрим, что его ожидает. Так, ну вот возвращаясь к российской новостной повестке, к белорусской. Сейчас очень сложная ситуация с белорусским госдолгом. И судя по отголоскам вот этих событий, которые произошли в небе, весьма вероятно ситуация с экономикой и госдолгом Беларуси в ближайшее время будет только ухудшаться. Так, друзья, вот курс юаня к доллару обновил трехлетний максимум. Ну, смотрите, здесь на самом деле, когда рассматриваются экономики, которые производят прибавочную стоимость в той или иной сфере, потому что китайская экономика, это, конечно, экономика производства, выпуска всего подряд, американская экономика, это экономика, скажем так, экспорта идей и технологий, то подобные действия, они, как правило, говорят о том, что кто-то пытается защищать свой внутренний рынок от конкурента. Либо это ставка инвесторов-спекулянтов на то, в кого наиболее целесообразно сейчас складываться, но здесь, скорее всего, эти два обстоятельства, они идут рука об руку. Так, ну вот интересный такой момент. Robinhood планирует провести IPO. Здесь сама идея, она такой компании достаточно неординарна. Скорее всего, IPO будет, ну, достаточно хорошо пройдет на максимальных ценах, потом наиболее вероятно будет просадка. Потому что, ну, все американские западные бизнесмены, они хотят создать бизнес и потом очень выгодно его продать. Ну, в большинстве случаев после выгодной продажи наступает отрезвление, и после этого котировки они либо проседают, либо вообще уходят в штопор. Но здесь ситуация интересна тем, что, во-первых, есть дешевые деньги, которые будут туда заходить, наверняка есть определенный хайп. Поэтому здесь возможны различные варианты, но наиболее логичный, с моей точки зрения, это очень хорошее размещение, возможно, ну, более или менее сильный рост после размещения сразу, и потом, ну, было бы логично ему просесть. Так, друзья, ну вот такая интересная тема, почему Китай борется с криптовалютами. Есть еще один фактор, который связан с тем, что увеличивается незаконная добыча угля для
большего производства электроэнергии. Ну, потому что для майнинга нужно же электричество. Вот. Я думаю, это все-таки не ключевой фактор. Ключевой фактор это то, что крипта позволяет совершать неподконтрольные режиму транзакции. Я думаю, это главный фактор. Возможно, то, что связано с незаконной добычей угля, увеличением несчастных случаев и ухудшением экологической ситуации тоже оказывает влияние. Но я думаю, это не самый главный и не самый критичный фактор, почему Китай решил так внезапно бороться с криптовалютой. Ну и потом, как ни крути, если запускают цифровой юань, наличие криптовалют будет в той или иной степени мешать успешному продвижению электронного юаня. Так, ну и вот вся западная пресса пестрит описанием, рассмотрением ситуации того, что произошло в небе Белоруссии. Я думаю, прямо так сразу ужас не случится, хотя санкции поводят самые разнообразные, не только запрет над пролетом над Белоруссией. Перспектива этого инцидента приведет к тому, что Белоруссия, она как бы очень сильный удар по экономике получит. И в самое ближайшее время, весьма возможно, она уже экономически суверенна, наверное, ей сложно будет существовать. Так, ну и вот ключевое событие июня для России – это встреча Байдена и Путина 16 июня в Женеве. Ну, здесь, я думаю, скорее это все-таки позитивный фактор, потому что когда встречаются и ведут переговоры, всегда какой-то консенсус возникает. То есть вот когда они встречаются и начинает конфликт разгораться, ужесточаться, это гораздо хуже. Поэтому ну, мы еще посмотрим, как будут развиваться события в связи с белорусским инцидентом, в связи с тем, что происходит в России. Здесь могут всевозможные моменты очень острые выскочить, даже в начале лета. Но пока как бы я думаю, что это будет больше позитива, нежели негатива. То есть, скорее всего, что-то разрешат, что-то порешают. Ну, разумеется, друг другу будут предъявлены различные моменты. Но в любом случае, если никаких инцидентов дополнительных не происходит за этот промежуток времени, этот фактор, скорее всего, позитивный и для российской экономики, и для российского фондового рынка, и для российского рубля. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китай сегодня немножко корректируется, но на самом деле здесь ничего критичного и страшного нету. Главное, чтобы он не пробил назад 5200-5220. Если он в этом диапазоне удерживается, не откатывается, то в самое ближайшее время мы увидим движение по китайскому индексу. Цель будет 5800. Так, ну вот Япония сегодня тоже растет. Далее SFD на фьючерс S&P, американский индекс. Что здесь примечательно? Вот на сегодня есть уровень, который 4170. Если этот уровень не пробивается, то мы уходим наверх и весьма вероятно, ну, сегодня сходим на 4230 и возможно потестим вот этот хай, который был ранее достигнут. Если все-таки будет пробой 4170, то здесь весьма вероятно по S&P будет откат, цель которого 4140, вот сюда вот. Так, далее VIX, вчера он немножко порос, ну как порос, он двигается в пределах вот этой консолидации, ниже 20, 19,5 закрытия. То есть здесь все пучком, все в пределах нормы, и пока никаких бед здесь не предвещается. Так, далее индекс доллара, но здесь, судя по всему, вот этот пробой произошел, и в ближайшее время его потянут на 89,2, 89,1. Критерий того, что это событие не произойдет, это возвратное движение наверх и пробитие 89-87. Если такое происходит, то это получается был небольшой откат перед дальнейшим стартом наверх. Вот. Но сейчас больше факторов все-таки указывает на то, что вот это движение оно продлится. Так, далее эфириум, давайте посмотрим, дневочка. Ну смотрите, мощнейшее движение, но на текущий момент он не пробил 2168. То есть был прокол и потом сразу возврат. Это позитивный момент, который указывает на то, что актив будет, скорее всего, консолидироваться в диапазоне. Ну, сейчас это уже 3000-2600, вот в этом диапазоне.
По-хорошему ему надо бы поторговаться какое-то время, там, не знаю, неделя, месяц, прежде чем попытаться переписать исторический хай. Но поскольку это крипта, здесь может быть легкое движение на 10-20% в день. И поэтому он может не досидеть в этом диапазоне. Есть определенные тревожные сигналы по эфириуму, но с учетом того, что этот отскок произошел, если не будет повторного возврата и тестирования 2165, то я думаю, мы либо здесь будем находиться, консолидироваться, либо даже ускоренными темпами перепишем тот максимум, который был достигнут. Так, друзья, далее нефть, недельный таймфрейм. Но здесь ситуация неоднозначная, потому что с одной стороны нефть находится вот в этом боковике, в консолидации, но с другой стороны масса разворотных сигналов, которые указывают на то, что она должна пойти ниже. Поскольку эти сигналы не реализуются, то я думаю, наиболее вероятный сценарий, если не будет пробития $60 за баррель, вот эти все движения, это накопление перед ростом, который приведет на 75, 76,7 вот сюда к этому значению. Если пробой 60 все-таки состоится, то в этой ситуации нас ждет просадка. Ну, сначала 50 будет точка остановки, потом возможно движение ниже. Опять же, с учетом текущей ситуации, то есть автомобильный сезон, то, что ковид вроде бы в Индии как-то урегулировали, я думаю, все-таки больше вероятность это боковик и попытка продолжения дальнейшего роста. На сегодня здесь, я думаю, более вероятный сценарий это попытка отсюда сходить, потестить 70. Вот. Ну и данные запасов, которые выходят в 17.30, они, возможно, вызовут коррекционный откат на 68. Опять же, если следовать тем данным, которые вышли API накануне, то такой сценарий наиболее вероятен. Но если опять же будет пробой 70 по каким-то причинам, то здесь очень быстро может сформироваться движение, по крайней мере попытка сходить на 72,5. Вот. Но текущая ситуация, я думаю, здесь сейчас движение, попытка переписать 68,9 и потом откат на 68. Посмотрим, как оно произойдет в реальности. Так, друзья, далее золото, но здесь все указывает на рост. Первая опорная цель это 1921 и потом вообще вот этот диапазон 1954-1962. Критерии остановки движения по золоту это коррекционный откат и пробитие 1900-1894. Если такое происходит, то мы либо уходим в консолидацию, либо будем проседать. Пока больше факторов указывает на продолжение роста золота. Так, друзья, далее серебро. По серебру цель движения находится на 28,5. Чуть-чуть совсем осталось дойти. Критерий того, что это движение затормозится, прекратится, это откат и пробой 27,9. Ну и движение в палладий, которое наметилось, то есть палладий, судя по дневкам, перестал падать, у него вот это движение нисходящее весьма вероятно завершилось. И сегодня продолжение движения наверх палладий это дополнительная поддержка и стимул для роста норильского никеля. Так, друзья, далее Сбербанк. Юрики сегодня делают ставку на коррекционный откат по Сбербанку. Но я вот исходя из графика дневного пока здесь не прослеживаю коррекционный откат. Здесь более вероятно тестирование и пробой значения 310. Как только это произойдет, отсюда открывается дорога, цель которой 320. Закрытие гэпа и потом уход на 343. Если переходить на 4-часовой таймфрейм, здесь весьма вероятно то, что в ближайшее время, ну сегодня, либо в течение 2 недель будет закрытие вот этого гэпа. Соответственно, для закрытия гэпа нужно пробитие 308,5, 310 вот этого диапазона, но вероятность того, что это движение произойдет в ближайшее время, очень высока. Критерий того, что это движение не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 296-293. Если такое происходит, то здесь уже считайте все, никакого волшебного роста и закрытия гэпа в ближайшее время не произойдет. Но опять же, обращаю внимание, высока вероятность того, что в ближайшее время этот гэп будет закрыт. Так, друзья, далее Газпром, дневной таймфрейм. Но смотрите, здесь вот эти все откаты, юрики делают ставку на продолжение отката.
Пока 255 не пробили, все эти откаты это не более чем набор позиций. Вот как только здесь возникает пробой, тогда он реально сыпанется. Вот. И здесь уже цель движения будет в районе 241, а может быть даже и 224. Вот. На текущий момент здесь вот это все движение, оно пока трактуется только как донабор позиций. Да, он сделал цель свою давнишнюю, о которой я, кстати, неоднократно обращал ваше внимание, движение на 256, 258, даже немножко переборщили. Ну и вот сейчас здесь решается ситуация, если он закрепляется, пойдет дальнейший рост, и уже здесь будет идти речь о том, чтобы закрыть те максимумы, которые были в 2008-2007 годах. Юрики делают ставку на коррекционный откат, и здесь весьма вероятно, судя по изменению позиции, с утра, наверное, будет движение, цель которого потестить 256. Такое вполне может сейчас произойти. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель, дневной таймфрейм. Здесь идет попытка снижения. Вот, но момент какой? Юрики делают ставку на рост ГМК, и в то же время цена на палладий разворачивается. Поэтому какой здесь вероятен исход? Сейчас на текущий момент есть у него поддержка, это 26 400, 26 250. Если вот этот диапазон сегодня не будет пробит, если мы удерживаемся на текущих значениях, то отсюда пойдет рост, и цель его первая 27 600, и потом соответственно переписывание исторического максимума 28 200. Если все-таки здесь возникает пробой, то у нас цель движения будет вот эта зеленая линия 25 230. Если переходить по Норильскому никелю на часовик, то у нас здесь произошел разворот. И этот разворот будет реализован, если не произойдет пробитие 26 550, 26 500. То есть цель немножко повыше, нежели на дневках. Вот. И здесь, если мы на сегодня не пробиваем это значение, у нас либо от текущих значений, либо после продолжения снижения к этому уровню, здесь возникает разворот. И цель движения отсюда будет перебить вот это значение и попробовать начать движение наверх. Юрики делают ставку на рост ГМК. Палладий разворачивается. Поэтому здесь больше факторов на то, что мы вот где-то в этом диапазоне можем получить разворот и движение наверх. Так, друзья, далее Лукойл. Сегодня масса корпоративных событий по нему. Ну и здесь по Лукойлу предполагается все-таки по дневному таймфрейму движение с целью 6130, 6140. В идеале сходить, конечно, на 6300. Так, ну вот младшие таймфреймы указывают на то, что все-таки произошел разворот вниз. И по этим таймфреймам будет формироваться цель движения вниз на 5770. Вот сюда вот. Но, обращаю внимание, здесь ситуация следующая. Вот есть у него уровень, который 5900, 5850. Для того, чтобы произошло вот это движение вниз, необходимо пробитие этого уровня. Если этот уровень не пробивается, то он переводит дух и отсюда уходит сначала на 6130, потом на 6300. Так, друзья, далее компания Петропавловск. Но здесь масса всего интересного. И всякие всевозможные там просто вообще, как Санта-Барбара эта компания. Вот, ну, там вроде бы ситуация как-то стабилизировалась в связи с теми событиями, которые идут внутри компании. Во всяком случае, есть основания полагать. И плюс рост цен на золото. Но смотрите, вот здесь идея на ближайшее время очень простая. Есть у него уровень, который 26. Вот если не будет отката с пробитием этого значения, у нас по нему цель движения находится в районе 30 рублей 29,5. Скорее даже 30, то есть пробитие вот этого локального или исторического максимума и, соответственно, попытка тестировать 30. Поэтому в ближайшее время, если здесь не развивается движение вниз с пробитием 26, то у него есть все шансы отсюда начать постепенно расти. Первая цель это 27,7 и потом движение к 30-ке. Так, друзья, далее вопрос был по Тинькову. Но смотрите, здесь, несмотря на то, что у него есть потенциал движения и
переписывания вот этого максимума, я бы все-таки сейчас эту бумагу не трогал, потому что с моей точки зрения она ресурс движения наверх весьма вероятно уже выработала. Либо от текущих значений, либо может быть все-таки добитие будет, она либо здесь начнет сейчас консолидироваться, либо пойдет вниз. Я думаю, что она, то движение, которое здесь могло произойти, она в наибольшей степени отыграла. Так, друзья, далее Русгидро 82 копейки все-таки пробили. Не очень это, конечно, хорошо. И здесь намечается разворотная формация с целью ухода на 77,5. Но если переходить с недельки на дневку, здесь картина достаточно хитрая получается. Потому что вот это движение, оно несло в себе цель собрать стопы, которые где-то в этом диапазоне и находились. Вот. Поэтому если не будет повторного задерга с целью потестить и пробить 80,5, то вот это скорее всего будет трактоваться как просто высаживание пассажиров перед набором позиций и уходом на переписывание 87,7. Но если вот это движение повторяется, то здесь уже все и наиболее вероятно будут спускать вот на этот уровень. Так, друзья, но здесь, если переходить на часовик, вообще отличная ситуация получается. Прямо вот на сегодня, что называется, тема. Если не возникает дальнейшего движения вниз и пробоя 81,5, здесь более короткий стоп, нежели на дневке, то, соответственно, вот все это движение, оно ведет к отскоку. И цель этого отскока движения вот сюда на 83 копейки. И закрепление на 83 копейки уводит на переписывание вот этого локального хая 84,49. Так, друзья, ну вот ТГК-2 меня очень просили рассмотреть неоднократно. Дневной таймфрейм, здесь у нас разворотная формация, цель движения по этой разворотной формации находится, ну первая цель движения, она вот здесь вот 0,044,58, и следующая цель движения, если здесь закрепляется, находится на 0,046,49. В каком случае это движение не получит развития? Оно не получит развития, если будет пробой значения 0,041,68. Если здесь возникает пробой, то эта бумага начнет проседать, и цель движения будет 0,039,60. Вот. Ну, конечно, бумага не очень ликвидная. Вот. И с моей точки зрения, такие инструменты, они достаточно опасны. Друзья, все, основные моменты, основные новости, основные инструменты. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, мой Telegram канал. Удачи, всего наилучшего.